Дорогие друзья, мы продолжаем прогулку по старому Яффа. До 1948 года в городе было 7 арабских театров и кинотеатров. Выпускалась городская газета. Сегодня город Яффа – это дом для художников, скульпторов и артистов. И они его украшают с творческой фантазией и любовью. В древних постройках устроено множество художественных мастерских и галерей. Местные жители считают, что внешняя среда формирует внутренний мир. Может быть, поэтому улочки города украшены картинами, скульптурами и фотографиями. На самом деле создается впечатление, что ты идешь по огромной галерее. Вот один из символов города. В воспоминания о пророке Ионе, которого Господь отправил в город Ниневию на проповедь отказа от греховности и его попытки бегства в Таршиш, скульптор Илана Гур свояла этого кита. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Рядом расположен музей самой Иланы Гур, эксцентричной израильской скульпторши и дизайнера. Благодаря финансовой поддержке своего мужа-миллионера, Илана в 1995 году выкупила самый большой дом в старом Яффе, поселилась в нем сама и разместила свою галерею. Некогда этот дом был постоялым двором, или точнее караван-сараем. Известная туристическая изюминка города – подвешенный или парящий апельсин. Дерево было посажено в 1993 году и по сей день плодоносит. Апельсины несколько веков были символом Палестины, символом сотрудничества евреев и арабов. Правда, чуть позже это не помешало тому же апельсину остаться символом города. Автор скульптуры Ран Морец говорит: «Мы существа, растущие в скорлупе. Теперь не будет настоящих цветов, растений, потому что мы оторвались от корней». В этом небольшом городе кипит театральная жизнь. Под сводами столетнего здания разместился Явский театр Симта, аллея. Это небольшой фриндж, то есть экспериментальный театр. Здесь можно не только посмотреть их необычные спектакли, но и побывать на концерте джазовой музыки. Джаз здесь звучит по-особому, отодвигая временные границы и создавая домашнюю квартирную атмосферу. Налагат, в переводе «пожалуйста, дотронься», еще один очень необычный явский театр, в котором играют слепые и глухонемые артисты. 11 актеров театра, чья жизнь проходит во тьме и тишине, выходят на сцену и играют спектакли для людей, способных увидеть, услышать и оценить их талант. Мы на входе в Явский порт. О порте я уже рассказывал, а сегодня расскажу о его легендах. Из-за рифов корабли не причаливали к берегу, а останавливались на рейде в километре от Яффа. Британцы взорвали часть скал, выравнивая фарватер, соорудили дамбу-волнорез, построили маяк и небольшую судоремонтную мастерскую. Остатки рифов называются скалами Андромеды. Помните греческий миф, рассказывающий о морском чудовище, царице Кассиопее и ее дочери Андромеде? Много лет назад в Яффа правил царь Кефей, а его жену звали Кассиопия,
Она была очень красива и гордилась своей красотой, и выходила на берег моря и всячески восхваляла себя. Это вызвало гнев морских нимф Нереид, которые пожаловались своему царю Посейдону. Посейдон наслал чудище в виде гигантской исполинской рыбы на царство Кефея и его владения. Это чудище топило корабли и лодки, не давая причалить к берегу. Царь обратился за советом к оракулу города Амон. Оракул посоветовал: «Отдай свою дочь на растерзание чудищу, тогда кара Посейдона пройдет». Народ, узнав об этом совете, вынудил царя отдать его дочь Андромеду в жертву морскому чудовищу. Юную красавицу, прикованную к скале, увидел Персей. Он принял бы ее за дивную статую из белого поросского мрамора, если бы ветер не развивал ее волосы, из ее прекрасных глаз не катились слезы. Он влюбился в нее, и, выслушав ее историю, он сразился с морским чудовищем и победил его. По одной из версий этого мифа он убил морское чудовище мечом Гермеса, по другой – последним взглядом головы медузы Горгоны, превращавшей все живое в камень. Затем они поженились и жили долго и счастливо. Явские рыбаки – это неотъемлемая часть порта. Если прийти в порт рано утром, то можно увидеть и приобрести предрассветный улов. Один из рыбаков на вопрос, что заставляет его каждый день выходить в море, ответил: «Мое ремесло дает мне возможность каждый день любоваться восходом и закатом, дает ощущение свободы и возможность почувствовать единение с природой». Каждый из рыбаков имеет в арсенале целый букет историй о чудесных уловах. Но эту легенду знают все. Некогда в Яффа проживал рыбак. Его звали Юсуф, по другой версии Мухаммад. Рыбак был молод, красив и чрезвычайно удачлив. Всегда возвращался с полными сетями. Рассказывают, будто рыба сама прыгала к нему в лодку. Он пользовался успехом у местных девушек, но был предан одной единственной – своей возлюбленной, своей невесте. Юсуф всегда задерживался в море до глубокой ночи и сходил на берег позже других. У него был секрет, который молодой рыбак никому не рассказывал. Когда солнце опускалось за горизонт и наступала тьма, Юсуф всматривался в берег и находил яркую точку света. Направляя к ней свою лодку, рыбак доходил до берега даже в кромешной мгле, в любую непогоду, не сбиваясь с пути. Однажды он вышел в море, и начался шторм. Его лодку унесло далеко от берега, и волны разбили ее. Юсуф ухватился за доску и держался на плаву, вглядываясь в темноту, ища спасительный свет. Наконец увидел его и поплыл вперед. Когда, совсем обессилевший под утро, он вышел на берег, то пошел искать свою невесту, всегда ждущую его на берегу, но нигде не мог ее найти. Юсуф шел вдоль берега и вдруг увидел свою возлюбленную, лежащую среди камней и водорослей. Впервые смотрела она на него потухшими глазами. И только тогда понял рыбак, что свет, который помогал ему каждую ночь находить дорогу сквозь рифы домой, был светом ее глаз. Девушка все жизненные силы отдала, чтобы спасти любимого, указывая ему путь в страшную бурю. С этого времени Юсуф больше не выходил в море, а в память о своей невесте построил маяк, который в самую темную погоду освещал путь морякам.
На этом мы нашу экскурсию по Яффа, по этому древнему городу с его богатой историей и насыщенной современной жизнью заканчиваем. В наших видеоэкскурсиях мы с вами побывали в Явском порту, железнодорожной станции, на площади с курантами, прогулялись по самому старому городу, окунулись в романтическую атмосферу вечернего города. Здесь каждый находит то, что ему близко. А я с вами прощаюсь. До свидания и до следующей встречи на Святой Земле. С вами был гид Сергей Алексейчик. Храни нас всех Господь. Thank you.